Уважаемые друзья, хватит переплачивать за покупки. С помощью кэшбэк-сервиса Letyshops можно вернуть до 30% на карту с онлайн-покупок. Кстати, с ними уже более 1500 магазинов. На сайте доступны купоны, акции, промокоды и скидки для зарегистрированных пользователей. Ссылка для регистрации в описании. Всем доброго времени суток! Сегодня у нас на обзоре велокомпьютер Sanding 576C. Не буду долго тянуть резину и сразу перейду к распаковке. Все характеристики, а также настройку расскажу и покажу по ходу обзора. Велокомпьютер приходит в картонной коробке, внутри есть все для установки данного устройства. В комплекте вы найдете сам велокомпьютер, площадку для установки велокомпьютера на руль или вынос, батареи CR2032 в количестве 3 штук, пластиковые стяжки, инструкция на английском языке, а также датчик считывания и магнит на спице, которые у меня уже установлены. Итак, компьютер заявлен как влагостойкий. Дисплей большой четырехстрочный, информация хорошо видна. Имеет зеленую подсветку, она включается на 5 секунд при нажатии выносной кнопки или кнопки мода. Для непрерывного свечения нужно нажать одну из вышеупомянутых кнопок в течение 5 секунд. Отключается также. Выносная кнопка подключена к велокомпьютеру коротким проводом и устанавливается в любое удобное для вас место. Имеется также еще две кнопки снизу UP и SET. UP позволяет управлять секундомером, обнулять значение велокомпа после поездки, замораживать его показания, а также настраивать параметры. SET включает секундомер, переключает настраиваемые параметры по кругу. Работает компьютер от двух батареек CR2032. Такая же батарейка установлена и в датчике. Сейчас на экране вы видите расшифровку параметров. Предлагаю вам прочитать и изучить их, чтобы мне каждый раз не повторять, что они обозначают. Можете поставить на паузу. Велокомпьютер имеет 3 режима отображения информации. В первом показывает текущую скорость движения, постоянно сравнивая ее со средней, и показывает стрелочками больше, текущее или меньше. При превышении текущей скорости 20 км в час начинает мигать значок SPD. Также отображаются часы или секундомер, если нажать SET. В третьей строке попеременно отображаются параметры: время движения в поездке и общее время от начала поездки. Последний параметр – это дистанция поездки. Во втором режиме показывает среднюю скорость поездки, часы и оставшееся время или путь. То есть можно указать время и дистанцию, которую вы хотите проехать, и параметры начнут обратный отсчет. Третий режим оповещает о максимальной скорости за поездку, показывает температуру, общее время за все поездки, а также значение одометра. Второй и третий режим отображаются непостоянно, и через некоторое время компьютер переходит к первому. Кроме перечисленных параметров, каждые 300 км на экране загораются значки в виде масленки и гаечного ключа, намекая о техобслуживании. Также в случае низкого заряда батареи начинает гореть соответствующий значок. В этом компьютере внутри есть небольшой шум. На первый взгляд может показаться, что там внутри что-то отвалилось. Но на самом деле это датчик движения. Он нужен для экономии ресурса батареи. Как только есть небольшое движение, велокомпьютер сразу активируется. Через 5 минут неактивности компьютер переходит в состояние покоя и отображает только часы. Немаловажная особенность компа: в случае полного сброса, например при смене батареи, значение одометра и общего времени можно ввести вручную. Итак, поехали к настройке. Для начала нужно установить батареи CR2032 в компьютер и в датчик. Магнит можно устанавливать в любом месте спицы. Данный магнит имеет универсальную конструкцию, при которой можно устанавливать на аэродинамическую спицу, на обычную круглую в одиночном варианте или на крест из обычных спиц. Датчик считывания, который устанавливается на вилке, может быть закреплен с любой стороны штанов вилки. На нем есть клеящаяся полоса, которую можно приклеить к вилке, а затем стяжками затянуть данную конструкцию. Важно помнить, что на датчике есть место с указателем сенсор. В этом месте должен проходить магнит. Расстояние между датчиком и магнитом должно составлять не больше 1,5 мм, но не соприкасаться друг с другом. Расстояние от велокомпьютера до датчика не должно превышать 50 см, иначе сигнал будет прерывистый
Если значение скорости пропадает во время движения, то обратите внимание именно на этот пункт настройки. Площадка для крепления велокомпьютера может быть установлена на руль или вынос велосипеда. Для того, чтобы поменять направление изгиба на площадке, нужно с обратной стороны открутить 4 маленьких винта и просто развернуть основание. Провод с кнопкой нужно вывести на руль в удобное для вас место. Затем площадка и кнопка приклеивается и затягивается стяжками. Настройка и размер колес. Настройка велокомпьютера начинается с установки размера колеса для правильного показа скорости. Для этого зажмите кнопку Set на 3 секунды, когда велокомпьютер находится в режимах DST и TM. Мы попали в режим настроек. Запомните, что кнопкой Set перебрасывается выбор в параметрах, а кнопкой Up выбираются или изменяются параметры. И первый параметр, который вы видите, это ТХ. Здесь вы выбираете, в чем показывать температуру, по Цельсию или Фаренгейтах. Устанавливайте формат часов 24 или 12. Устанавливайте точное время. Устанавливайте окружность колеса в миллиметрах. Размеры на популярные колеса можно посмотреть в родной инструкции. Есть также второй способ. Необходимо на асфальте и покрышке отметить точку соприкосновения. Затем проехать ровно один оборот, чтобы точка, отмеченная на шине, вновь коснулась асфальта, и сделать на нем отметку. Расстояние на асфальте между двумя точками и будет длиной окружности. Считается, что второй способ более точный, поскольку при езде покрышка деформируется. Далее выбирайте измерения в милях или в километрах. ОДА. Сбивайте счетчик километража до нулей или устанавливайте свои данные. РАД. Сбивайте до нулей или задаете общее количество времени в пути. Все настройки выполнены. А теперь назову плюсы данного велокомпьютера. Во-первых, это большой экран. Во-вторых, низкая цена, выносная кнопка, а также подсветка. Из минусов могу назвать только то, что угол обзора маловат. На этом у меня все. Ссылка на товар будет в описании. Ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на канал, если данный обзор был для вас интересен. Всем добра и удачи!